Это видео больше для тех, для кого праздник Рождества – один из самых больших и почитаемых в году. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Покажу, как можно сделать фигурки для вертепной композиции. Это будут фигурки Иосифа, Марии и младенца Иисуса. А также сделаю с фигурками саму рождественскую композицию. Скажу сразу, что я не знаю и не придерживаюсь строгих канонов, которых, возможно, придерживаются некоторые мои зрители. Цель моего видео – не христианское просвещение, а показ техники исполнения в рамках современного рукоделия. В остальном делайте, исходя из ваших представлений. Итак, делаю фигурки. Я сделала схему для двух фигурок в натуральную величину. Высота одной фигурки будет 24 см, другой – 21 см. На схеме каждая величина разделена на 8 равных частей. По схеме из проволоки сворачиваю деталь. Это будет основа для головы и рук. Также по схеме сворачиваю еще одну деталь, которая будет в основании туловища. Получившиеся детали склеиваю между собой. Если у вас проволока будет без такого ПВХ рукава, то детали между собой можно соединить с помощью скотча, намотав его. Точно такую заготовку делаю и для другой фигуры. Для нижней части туловища буду использовать втулку от бумажных полотенец. Отмеряю по схеме от условной линии талии до линии низа. На проволочных каркасах отмечаю линии талии и по этим меткам приклеиваю втулки. Чтобы сформировать голову, обматываю проволочный каркас кусочком ваты. А затем закрываю тканью. Верхнюю часть каркаса туловища обматываю бумажным скотчем. И здесь я рекомендую также сначала намотать вату, чтобы потом было удобно работать с фигуркой. Я этого не делала, но в принципе затем под слоями ткани пустоты видно не будет. Также делаю и вторую фигурку. Для большой фигурки из ткани вырезаю деталь нижней части одежды. Ширина получившейся детали примерно 20 см. Длину отмеряю тоже по фигурке. Снизу прибавляю примерно 5 см. Все тканевые детали можно сшивать на швейной машине, но я в основном буду склеивать. Вертикальные срезы завожу друг на друга примерно на 1 см и склеиваю. Получившуюся деталь приклеиваю к верхней части фигурки. А излишнюю ширину сверху закладываю складками, которые также подклеиваю.
Точно так делаю и для маленькой фигурки. Но только здесь я взяла уже другую ткань, красного цвета. Теперь для большой фигурки из ткани красного цвета вырежу деталь халата. Она будет цельнокроенной, поэтому складываю ткань пополам, а сгиб располагаю сверху. Намечаю контуры детали. Намечаю на ткани середину фигурки. По этим меткам складываю ткань еще раз пополам и вырезаю по намеченному контуру. Сразу добавляю припуски на обработку. Центральный уголок сгибов срезаю, получается горловина. И одну из сторон разрезаю пополам до горловины. Получилась вот такая деталь с размерами, которые вы видите на экране. И точно такую деталь вырезала из полосатой ткани. Она будет для маленькой фигурки. Прежде чем закончить халаты, я подготовлю сами фигурки. Концы проволочных каркасов закрываю кусочками ткани. И ручки дополнительно обматываю малярным скотчем, чтобы придать им некоторый объем. Вместо скотча можно обмотать, например, пряжей. Из пенокартона вырезаю два круга диаметром по 7 см каждый. Это будут основания для фигурок. Вместо пенокартона можно взять гофрокартон или же просто толстый картон. К фигуркам снизу подклеиваю основания. А теперь к основанию подклеиваю переднюю часть нижней одежды куклы. Достаточно подклеить только переднюю часть. Теперь буду доделывать халаты. Боковые стороны прошиваю на машине. В уголках делаю надрезы. Выворачиваю и проутюживаю швы. Отмечаю длину низа по нижнему краю основания, а также длину рукава. Дальше все срезы я буду подклеивать с помощью канцелярского клея-карандаша. Он хорошо склеивает ткань и не проступает на лицевую сторону. Подгибаю и подклеиваю низ рукавов. Подклеиваю вертикальные срезы передней части халата. Подрезаю припуск низа, оставляя 2 см. Подгибаю и проутюживаю. А затем подклеиваю. И можно еще раз проутюжить.
точно так сделала и для маленькой фигурки. Рукава халата подклеиваю к ручкам фигурки. Из полосатой ткани вырезала прямоугольный треугольник со сторонами 30 на 30 сантиметров. Там, где срезы прямые, немного распускаю края, вытягивая нити. Это будет головная накидка для большой фигурки. Подклеиваю накидку сверху на голову фигурки. Затем кусочек цветного шнура подклеиваю и завязываю сзади. Накидкой оборачиваю личико фигурки и распределяю по фигуре. Местами подклеиваю. Из деревянной палочки делаю посох. И фигурка Иосифа готова. Для фигурки Марии накидку делаю из белой ткани, только здесь я взяла не треугольную форму, а просто полоску. Но это из-за того, что белой ткани у меня был маленький кусочек, а так можно делать тоже из треугольника. Фигурки готовы, и мне осталось сделать самую маленькую – фигурку младенца Иисуса. Здесь все просто. Кусочек ваты сматываю в небольшой кокон и оборачиваю сначала кусочком серой ткани. А затем заворачиваю в кусочек белой ткани, как бы пеленая младенца. И перевязываю веревочкой. И дополняю фигурку Марии, на руках которой теперь будет младенец Иисус. А дальше я оформлю рождественскую композицию, центральными элементами которой станут готовые фигурки цветов и семейства. Сначала сделаю постамент-основу. У меня это пенополистирольная плита толщиной 2 см, размером 16 на 22 см. Вместо нее можно склеить в несколько слоев гофрокартон. Пенополистирольную плиту с двух сторон оклеиваю тонким картоном. Использую клей титан для полистирола. Так как все декоративные элементы я буду приклеивать на горячий клей, то картон убережет полистирол от плавления под действием высокой температуры клея. Украшать композицию буду искусственными веточками можжевельника, которые срезаю с общей ветки. Также буду использовать другие хвойные веточки.
Это остатки от разных веток и композиций. Веточки гладколистовой зелени, грозди красных и белых ягод. Сначала устанавливаю на постамент фигурки. Чтобы потом можно было частично разобрать композицию для хранения, фигурки закрепляю на портновские булавки. Булавки втыкаю не вертикально, а под небольшим углом. Так фигурки держатся надежно. А теперь распределяю и приклеиваю к постаменту все декоративные элементы. Все веточки распределяю симметрично относительно центра по вертикали. Я использовала часть веток, которые были изначально заснеженными, поэтому нивелирую общий вид композиции, добавляя искусственный снег и на другие элементы. До Рождества и Нового года еще остается время, но такое мое видео, условно назову его обучающим, будет последним в этом году. Но будет еще несколько видео до конца года, хотя уже не такого формата, как этот ролик. Всех поздравляю с наступающими праздниками, Рождеством и Новым годом. Пусть в ваших домах будет уютно, тепло и радостно. И обязательно мирно и спокойно. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду на своем канале.